Друзья, всем привет! С вами Таня. Сегодня мы с вами приготовим пышный кекс на кефире. Рецепт очень простой и доступный. Готовится из самых простых ингредиентов, которые найдутся у каждой хозяйки в доме. Этот кекс готовится на кефире, поэтому он получается всегда удачный, пышный и воздушный. Готовить его можно с изюмом или также с любыми ягодами, которые вам нравятся. И давайте же приступим к приготовлению. В первую очередь 100 грамм изюма заливаем кипятком и оставляем на 5 минут. Изюм пока отставляем в сторону и подготовим сухие ингредиенты. Для этого в отдельную миску просеиваем 250 граммов муки. Муку необходимо просеять для того, чтобы обогатить ее кислородом и избавиться от лишнего мусора. Также я добавляю 20 граммов крахмала, который я также просеиваю. Далее добавляю 1/4 чайной ложки соли и также добавляю 2 чайные ложки разрыхлителя. Далее сухие ингредиенты все хорошенько перемешиваем. Теперь займемся приготовлением жидких ингредиентов. Для этого в отдельную миску вбиваем 3 яйца. Далее добавляем щепотку соли. И взбиваем миксером примерно в течение 3 минут на максимальной скорости, для того, чтобы яйца стали пышными и воздушными. В результате вот такая масса у меня получилась. И далее небольшими частями постепенно добавляю 100 граммов сахара. При этом миксером я постоянно взбиваю на максимальной скорости. И после того, как мы добавили весь сахар, продолжаю взбивать еще 5 минут на максимальной скорости миксера, для того, чтобы яичная масса увеличилась в объеме, стала пышная, воздушная и более густая. В результате вот такая масса у меня получилась. Далее добавляю 65 мл растительного масла без запаха и миксером на минимальной скорости перемешиваю до однородности. Долго взбивать не нужно. После того, как мы перемешали все ингредиенты, добавляем кефир. Кефира я добавляю 150 мл. Кефир комнатной температуры, и обратите внимание, что остальные ингредиенты также желательно, чтобы были комнатной температуры. И далее перемешиваю еще в течение примерно 1 минутки до однородности. Взбивать долго не нужно, для того, чтобы масса осталась пышная и воздушная. Далее на минимальной скорости миксера продолжаю перемешивать тесто и добавляю небольшими частями муку. Всю муку добавлять сразу не советую. Добавляйте небольшими частями постепенно и перемешивайте миксером, лопаткой или ложкой. Также долго взбивать не нужно. Как только разошлись все комочки муки, перестаем перемешивать. Этого будет достаточно. Итак, постепенно я добавила все сухие ингредиенты. Буквально немного еще перемешиваю миксером, и тесто готово. В результате вот такой консистенции оно у меня получилось. Если у вас тесто получилось более жидкое, добавьте немного больше муки, потому что мука бывает разная, может понадобиться различное ее количество. Далее сливаем всю лишнюю воду с изюма, и также я добавила 1 чайную ложку крахмала и хорошенько все перемешала, для того, чтобы изюм сильно не оседал на дно формы в тесте. Далее изюм я добавляю в тесто. И теперь лопаткой тщательно перемешиваем до однородности. Тем временем духовка должна быть уже разогрета до 180 градусов. Тесто не должно стоять. Итак, в результате вот такое тесто у нас получилось. Я буду выпекать в металлической форме, которую я застелила пергаментной бумагой и смазала небольшим количеством растительного масла. Также вы можете использовать силиконовую форму для выпечки, которую достаточно смазать растительным маслом. Готовое тесто выливаю в форму и распределяю ровным слоем.
Кекс выпекаем в духовке при 180 градусах. Духовка должна быть заранее разогретая. Время приготовления зависит от вашей духовки. Обычно занимает от 45 минут до часа. Готовность обязательно проверяем деревянной палочкой. Она должна быть сухая. Готовому кексу даем полностью остыть. При желании можно украсить сахарной пудрой или полить шоколадной глазурью. И можно подавать к столу. Кекс нарезается очень легко, тесто получается очень мягкое, нежное внутри, а снаружи образуется такая легкая, приятная корочка. Вот так кекс выглядит в разрезе. Он очень пышный и пористый. Кекс хорошо поднялся, увеличился в объеме по высоте примерно в 2 раза, а то и более. Вот такой аппетитный и простой в приготовлении кекс мы сегодня приготовили. Как видите, готовится легко, просто, быстро, из простых и доступных ингредиентов. Получается он вот такой пористый, пружинистый, в меру сладкий и очень-очень вкусный. Так что, дорогие друзья, балуйте себя и своих близких вкусной и натуральной выпечкой. К тому же на его приготовление уходит минимум усилий и времени. Друзья, я надеюсь, что этот рецепт будет вам полезен. Спасибо, что вы были со мной. Всем приятного аппетита и пока!